небывалая распродажа богатых, невероятно богатых украинских недр. Нету такой страны, которая была бы более богата полезными ископаемыми, чем Украина, особенно Украина начала 2025 года. Вот еще в 2024 году ничего не было. Сейчас она не была такой богатой, а вот в 2025 году все лидеры общественного мнения узнали, что украинские недра невероятно богаты. Давайте оговоримся. Вот, думаю, Борис тоже признает, не совсем наша родная тема, но есть статистика. Но прежде чем мы к ней вот этой вот отвратительной штуке статистики перейдем, геологической статистики, прошу заметить, я предлагаю почитать, что же пишет пресса. Например, Associated Press. На Украине потенциальная сделка по обмену оружия на полезные ископаемые вызывает надежду и скептицизм. Одновременно. Одновременно? А как же? Украина может похвастаться огромными запасами ильменита, ключевого элемента, используемого для производства титана. Да, примерно 90% всего титана из этого минерала, пожалуй, так, производится. Но. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пишет в Политико, человек сам пишет, понимаете, вообще молодец, сам пишет, сам говорит, красота. Само Политико. Да, что Украина может экспортировать уран на фоне роста спроса на атомную энергетику в Европе. Вот какой вот молодец просто. А где он это просто... Сейчас. У нас с Африкой не заладилось. А также указал, мы сейчас как раз к этому придем, а также указал на то, что страна обладает крупными запасами лития. Я смотрю, у нас столько специалистов по литию сразу появилось. Это просто фантастика. Использование которого в мире только растет. Давайте цитату этого выдающегося политического деятеля. Жаль, на фотографии он не в модной вот этой вот защитного цвета футболочке. Они там все так теперь ходят, чтобы их в Верховной Раде или где они там прячутся, никто не увидел. В ближайшее время правительство Украины запросит у парламента введение чрезвычайного положения в области энергетики, начиная с... Так, прошу прощения, это у нас не та цитата. Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для Евросоюза. Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС. Погодите. Но все ведь знают, что недра Украины 50%, то ли на 500 миллионов, то ли на 500 миллиардов, то ли на 500 триллионов долларов собираются забрать... Миллиардов триллионов. Кстати, что... Знатоки, напишите в чатик, пожалуйста, что это будет за число. Как оно называется? Миллиард миллионов или триллион миллиардов? Короче говоря, вот это все. Что их собирается забрать Трамп, Соединенные Штаты. А тут их начинают предлагать Евросоюзу. Погодите. А не является ли вся эта история какой-то политической ерундой, каким-то спектаклем, который разыгрывается, потому что текущие вот эти вот персонажи, которые там у власти, пытаются создать напряженность между Штатами и Евросоюзом. Нет, недра вам. А давайте мы теперь... Распродажа к Дню Святого Валентина, его там... Не, там президентский день. Там в Штатах еще праздник, там много праздников. Вот, например, после Дня Святого Валентина там вроде как президентский день некий такой-то. Дональд Трамп, собственно говоря, делает заявление об украинских недрах. Актер вот этот вот, который играет роль президента Украины, тоже делает заявление об украинских недрах. И вроде как то Соединенным Штатам собираются продать, то Евросоюзу собираются продать. А возьмем, дорогие друзья, и поступим подло. Вот просто отвратительно. Я предлагаю вот нашу отвратительную сущность проявить и поступить подло. Залезть в базу данных геологической службы Соединенных Штатов Америки. Открытая, публичная, широко используемая во многих исследованиях база геологических данных. И посмотрим, а сколько титана в разных странах мира. Давайте вот ильменит вышеупомянутый посмотрим, вот сколько где. И распределим страны по, собственно говоря, по этим самым запасам. Кого мы здесь видим, дорогие друзья? Украину видим, да. И Украина над Соединенными Штатами. Вот каково. Символично. Да. Но над Украиной мы видим Индию, ЮАР, Мадагаскар, Норвегию, Канаду, Китай и Австралию. И, скорее всего, Сенегал с Мозамбиком, учитывая объемы производства, скорее всего, запасы там больше, чем на Украине, но они не раскрывают данные.
Погодите, элиминит 90%, значит, титана из него... То есть это репрезентативная статистика, в принципе, для вот этих самых титановых богатств. Скажите, пожалуйста, вот я, возможно, плохо знаком с политической ситуацией в мире, но мне почему-то кажется, что если Соединенным Штатам очень нужен титан, титановая губка какая-нибудь, вот купить, вот, знаете, тонну другую, то в Норвегию, у которой немножечко больше титана, чем у Украины, проще обратиться. А в Австралию проще обратиться, в Норвегию проще обратиться. Канада, которая вот-вот станет каким-то там по счету... Я все время забываю, 51-й штат — это Гренландия, 52-й — Канада. Пока непонятно. Там они пока бьются за почетное звание 51-го штата. Как только мы вам сообщим. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. На самом деле, что касается титана и вот этих страстей вокруг него, я до конца точно не понимаю, я не самый большой металлург, но порядка 90% титана уходит в химическую промышленность. Вот этот белый листок бумаги белый, потому что используется титан. Да, титан — это красители, покрытие. На конструкционное направление уходит порядка 10%. Говорить, что туда придут Соединенные Штаты и будут добывать, да, технология известна, месторождение известно, все известно, можно работать. Насколько никому не нужен титан, знают в Российской Федерации. В 2021 году у нас переоткрыли месторождение в Республике Коми, там счет идет на миллиарды тонн, мы его не разрабатываем, нам не надо. Так что вот эти страсти о том, что все будут биться за титан, ну, мы не будем, нам не надо. Я не шучу. Группа компаний «Русский Титан», частная, на частные инвестиции, пытается разработать технологии добычи, обогащения и так далее, и так далее. Государственной поддержки никакой, то есть нам это не надо. Но сейчас подтвержденные запасы считаются на уровне 2 миллиардов тонн, это по основным минералам. То есть вот это, видимо, предварительная оценка, там будут... Это уже А давайте... В ГКЗ на учете стоит. Вообще замечательно. Ну, 2 миллиарда это вообще, и у нас чуть-чуть. А давайте цитату немножечко вот этой геологической службы. Как раз у них, знаете, большие справочники есть по разным минералам, по разным материалам, разным элементам. Вот как раз и возьмем цитатку из соответствующего справочника о титане. Украина была ведущим поставщиком титановых минеральных концентратов в СНГ и крупным производителем губчатого титана. Титановые минеральные концентраты производились частными компаниями и одной государственной компанией, Объединенная горно-химическая компания. И единственным на Украине производителем губчатого титана было ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», которому в этом году исполняется 90 лет, с чем мы поздравляем коллектив этого предприятия мощностью 12 тысяч тонн в год. Но не про Запорожский сейчас титано-магниевый комбинат, а вот про Объединенную горно-химическую компанию, крупнейшего производителя на Украине. По-моему, в Днепропетровской и в Житомирской областях добыча ведется. Можно цитату Шмыгаля номер 2. Будем надеяться, сейчас мы с ней угадаем. Правительство сегодня, а сегодня это ноябрь 2024 года, приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, Объединенной горно-химической компании. Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен, 97 миллионов долларов. И тут могут сказать, да, кстати, покупатель из Азербайджана. Ну, такой скромный предприниматель из Азербайджана в ноябре 2024 года купил предприятие, крупнейшее добывающее, которое, я так понимаю, оно и добыча, и переработка. Это вот, как я понимаю, вертикально интегрированная структура. Я, извините, правильно понимаю, что как бы в рамках вот этой идеи о том, что сейчас титан продадут, сейчас вообще все продадут, и титан тоже, предполагается второй раз продать вот эту компанию, да? Или у вас там есть некие новые запасы, о которых вы никому не рассказываете?
но которые точно есть, и куда можно заставить вот Штаты и Евросоюз друг с другом конкурировать за доступ к этим запасам. Но тут можно сказать, ну, мало ли кому там продали. Вот мне, например, уже в соцсетях, вы, если что, подписывайтесь, «Нефтегазовая игра», телеграм-канал, Борис Марцинкевич, тоже в Телеграме. Мне там уже написали, говорят, что? Продали, отберут. Продали, отберут, да, вон сейчас... Еще раз продадут. Еще раз продадут, но дешевле. В классике, но дороже. Так, глядишь, и бюджет пополнится, если раз 5-6 продать. Тут момент какой? Меня в этом... Да-да-да, в Евросоюзе 27 государств. Ну, это да, можно каждому продавать. Меня тут другое интересует. Цена продажи 97 миллионов долларов. Это очень много для каждого из нас с вами. Вот по отдельности прям 97 миллионов, я думаю, никто бы не отказался, согласитесь. Но вот за предприятие такого рода это какие-то копейки. А копейки, потому что там есть долги по зарплатам, по налогам, нужно вложить в модернизацию предприятия, то есть есть некое обременение финансовое вокруг этого очень успешного, всем нужного предприятия. Нет, я верю, конечно, что, знаете, 90-е годы, в общем, показали, что можно любое сверхуспешное предприятие довести до полного ничтожества. Это яркий пример, вроде из 20-х. Знаете, легкий вайп 90-х в 2025 году. Но... На самом деле есть свежие примеры. Помнится, последнее работающее металлургическое предприятие в Великобритании купил индийский предприниматель. В прошлом году закрыл. Рынок так порешал. Невыгодно там производить. Кое у кого в Англии по этому поводу другие мысли. Ну да ладно. Так бывает. Да, разумеется, так бывает. Так вот, 97 миллионов. Что там 500 миллиардов? Из чего складывать будем? Ну, просто вот 500 миллиардов, да, вот рассказывают, что там... Еще раз, вот я бы даже не касался этой темы, но у нас к ней на полном серьезе относятся, что смотрите, там столько всего, мама родная. 97 миллионов долларов за крупнейшее предприятие в стране. Мы можем и дальше ковыряться в подробностях, но давайте так. Вот это то, что лежит, стоит 500 миллиардов. Для того, чтобы изъять, есть себестоимость у любой продукции. Она же, вот титан не лупит фонтаном в небо, подставляя ящик и отвози. Нет. Значит, надо добывать руду, надо перерабатывать. У этих 500 миллиардов есть себестоимость. И себестоимость, с учетом тех руд, которые там имеются, будет где-нибудь сотни-две из этих миллиардов. И вопрос, а за какое время можно продать все, что находится в недрах Украины? Лет за 100? То есть, прежде чем говорить, вот сейчас Трамп как схватит, как у него сразу получится 500 миллиардов, чтобы эти 500 миллиардов добыть, придется вложиться. А потом долго-долго продавать. Но там же, на Украине, я прям слышал, многие наши уважаемые блогеры, пишущие на военную тематику, тоже вот они прям даже схемки рисуют. Смотрите, литий-то теперь наш. Литий, новая нефть. Дорогие друзья, давайте познакомимся с литием, новой нефтью. Я не буду сейчас предлагать посмотреть на графики цен, которые то падали, то взлетали, то опять падали, потому что был кризис перепроизводства, потом дефицит. Та еще. Да, это то еще направление, но лития на Украине ведь завались. Я слышал, я читал вот в Телеграме, знаете, все говорят, только мы, по-моему, бухтим, что, ребят, вы о чем? Давайте опять. А что... Не мы, американцы думают об украинском литии, вообще о литии. Давайте еще один табель о рангах посмотрим. У кого сколько запасов. Геологическая служба США, не наш с Александром. Мы давайте. от наиболее вероятного противника. Про литий там у нас Аргентина будет, если можно, схемку соответствующую. Списочек на экран, табличечку, схемку, как угодно можно назвать. Ну а пока нам ее вешают на экран, я... расскажу. Крупнейшие запасы, запасы подтвержденные на данный момент, 115 миллионов тонн. Вообще, в мире 115 миллионов тонн. Крупнейшими запасами обладает не Украина почему-то, а Аргентина. Так называемый южноамериканский литиевый треугольник. Потом у нас идет Боливия к вопросу о Южной Америке, но... В 2024 году Штаты взяли, посчитали, пересчитали и уточнили свои запасы. Теперь они не на 4-м, а на 3-м месте. Штаты на 3-м месте по запасам лития. На 4-м месте Чили опускается. Нам схемку не покажут. Да, ну ладно.
Вот, Чили опускается на 4 место. Там борьба идет, борьба. Потом у нас Австралия, Китай, Канада, Германия, Конго, Мексика, Бразилия, Чехия, Германия, Сербия и Россия, и Перу. Погодите. Это что ж получается? В Европе есть литий? В Германии есть литий? В Чехии есть литий? Да, есть. Здесь только страны с запасами более 1 миллиона тонн. Равно или более 1 миллиона. А дальше, знаете, есть еще такие страны, как Казахстан, Испания, Португалия. По-моему, они тоже в Евросоюзе. Это что получается? В Евросоюзе есть запасы лития. А знаете, чего нету в Евросоюзе, в Соединенных Штатах? Чего они хотели бы? Нет, не литий. Обратите внимание, кто на 3 месте. Переработки, которая могла бы конкурировать с Китаем. У них нету, и они над этим работают, плохенько, но работают. У них нет производства аккумуляторов, которые могли бы конкурировать на равных с продукцией из Китайской Народной Республики. Вот чего у них нет. Этого лития, извините, завались. Этого лития доступно столько, сколько сейчас не надо. Поэтому, кстати, цены падали до конца 2020 года. Потом производств стало так много, что цены взлетели, теперь они опять снижаются всего в 2 раза выше теперь, чем в конце 2020 года. Но доступа к запасам никому не нужно. Точнее как, этого мало. Это то, с чего вообще надо начинать. И у Штатов, учитывая Аргентину и сами Штаты, мягко скажем, хватает запасов лития. Вот прям мягко скажем. А французский капитал, вы знаете, тоже в литиевом треугольнике есть. Это не считая того, что вот Германия, Сербия, Чехия, Испания, Португалия. Сербия только готовится к началу разработки. Там протестуют, там обсуждают. Но у них они есть, подтвержденные. И не полкилометра вглубь, как на Украине. Вот примерно так обстоят дела с украинским литием. Да, полкилометра, я так в проброс. То, о чем говорится по поводу Украины, располагается на глубине порядка 500 метров. Это не солончаки. Это не то, что прямо вот на поверхности. То, с чем легко работать. Это то, что по себестоимости будет какие-то невменяемые деньги стоить. Уран. Борис, у нас еще уран. Украина богата ураном. Да. Криворожская область, конечно. Или как ее там теперь? Крапивны. Знающие люди, напишите. Да. Давайте мы теперь про уран несколько схемок посмотрим из доклада, который уже не геологическая служба Соединенных Штатов, а прям МАГАТЭ и вот смежные структуры. А для начала предполагаемые ресурсы. Предполагаемые. Если можно, картиночку на экран выведем. Здесь Украина вообще как-то отсутствует. Прям как-то неприятно отсутствует, но дело не в этом. Дело вот в тех видите, там доллары Соединенных Штатов, килограмм и уран. Знаете, угадайте, что это все означает. Но, опять же, и не в этом дело тоже. А в первой стране, у которой самые впечатляющие, видимо, запасы, и во второй стране, и в третьей. Но это ладно, это предполагаемые. Тут и надо еще геологоразведку, надо уточнить. Доказанные. Давайте посмотрим следующую схему. Гарантированные извлекаемые запасы, так называемые. Вот тут у нас Украина обнаруживается. А на 3 месте с конца, если вдруг вы сразу не увидели, на 3 месте с конца обнаруживается Украина. Если посмотреть еще на цвет этих столбиков, наверное, можно задуматься о том, сколько все это дело будет стоить. Какова себестоимость и какую можно прибыль получить? Единственный вариант добывать уран на Украине, если американские компании, владеющие атомными электростанциями, сами начнут добывать, тогда все сложится. Там, правда, потом надо еще желтый кек получил, потом там еще 3 стадии преобразования происходят. Но это ладно, в конце концов. Наверное, Соединенным Штатам очень тяжело получать уран из Австралии. И Европе тоже очень тяжело. А знаменитое возрождение атомной энергетики в Европе? Что касается урана в Австралии, там достаточно такая непростая ситуация. Добывается он на золоторудных месторождениях, как побочный продукт.
Там же добывается платина, там же добывается никель, все что угодно еще. И одна из составляющих вот этой сложной руды – уран. И если меняется конъюнктура цен на золото, на платину, то его просто не добывают. Казахстан добывает так, как положено. Он работает с ураном, он понимает, что такое уран. А в Австралии несколько вот своеобразно. Поэтому, когда говорят об объемах добыча в Казахстане порядка 40% мировой. По итогам минувшего года 44%. А в Австралии не сложилось в прошлом году. Я еще раз обращаю внимание на страну, которая там была на втором месте, на Канаду. Мне кажется, Дональду Трампу надо, не на Украину смотреть, ее невероятные 500 миллиардов долларов. Давайте 500 триллионов, говорите, ребят, в конце концов, чего мелочиться, 500 триллионов. Да, за 2000 лет добычи, но 500 триллионов. Канада, дорогие друзья, присмотримся к Канаде. Мне кажется, там, в принципе, перспективно. И по титану, и по прочему. Понятно, что мы сейчас не все 22 критических минерала здесь охватим. Это надо вообще отдельную передачу, потому что в этих огромных запасах числится донецкий уголь. Простите, точно с Зеленским надо договариваться? Да не в этом даже дело. Украина... чтобы сумму набрать, воткнули, и нормально. Уголь, который по себестоимости несколько уступает, в худшую сторону, если что, уступает соседям, давайте так, непосредственным соседям, которые чуть восточнее находятся, чуть-чуть. Ладно, я даже не буду туда углубляться. Ждем новых известий о всем необходимом украинском литии. Всем необходимым. Борис, вопрос. Сегодня пишут нам вопрос. Отвлечемся. В общем, надеюсь, понятна наша позиция. Надеюсь, понятно отношение ко всей этой трепотне. Еще раз. Лично, на мой взгляд, руководство Украины политическое, несколько наплевав на мнение владельцев предприятий, которые уже существуют на территории Украины и которые, наверное, принадлежат некоторым людям с миллиардными состояниями, но это пытается заигрывать и с Европой, и со Штатами одновременно, решая политические задачи. Никакой экономической составляющей там нет. Мое мнение. Можно называть любые цифры, до них, даже если они существуют, до них для того, чтобы дотянуться, надо вкладывать и работать годами. Добывающие, перерабатывающие предприятия щелчком пальцев и мышкой 2 кликами не появляются.